Я росла с ними, я приехала в Питер, и только спустя 4 года я узнала, что у меня оказывается диагноз, и мой мир типа перевернулся. У меня очень часто было такое, что я рассказывала о своей болезни, о том, как она проявляется, и меня осуждали. То есть мне говорили, что я сумасшедшая, что я говно, что это типа мой характер, что я не могу себя контролировать. Ты просто ленивая. Да. Возьми себя в руки. Да. А разве не так? На самом деле. Ребята просто живут, а у меня есть глобальная цель. Я хочу что-то изменить. Мы в других людях ищем себя. И если я с тобой, ты такая, допустим, неформальная, с дредами, вежливая, в то же время культурная, интеллигентная, открытая и милая, я начинаю себя так же с тобой вести, и я думаю, что я такая. А как только, когда я остаюсь наедине, меня начинает просто вот... Я не знаю, как это описать. Поэтому я бы хотела снять кино про это. Потому что снаружи, вот я сижу, а внутри... Все началось с того, что я замутила классные фотки и запилила их в инсту. Это я, только в какой-то крайности. У меня часто бывает, я делаю фотки, даже то, что у меня в инсте, и я потом смотрю, я не вижу в этом себя, я не думаю, что это я. Потому что это вообще кто-то другой. Из-за того, что у меня не было восприятия собственного я адаптировалась так, что я, так как с кино немножко было связано, я придумала себе маски рабочие, просто их отыгрываю. Это просто я в этой роли. То есть хороший актер, он не играет другого человека, он играет себя, если бы он был на месте того, кого он играет. И оттого так странно было на мой день рождения, собралась как-то, как в анекдоте, фашист, антифашист, феминист, child-free, верующая и атеистка. Ну там девчонки в основном были. Ну, короче, они все собрались. И они говорили не о том, что их разъединяет, а они говорили о том, что их объединяет. Когда нету людей рядом, ты никто. Ты в кино, все нереально. И это было страшно, что я помню, что я подожгла занавески в общежитии. И я понимала, что мне ничего не будет за это. Я не умру, мне не будет выговора. Ведь это кино, это сюжет такой. И, к сожалению, это вообще дереализация случается в тот момент, когда вот сильно плохо, короче, по-простому, очень плохо. Мне все равно кажется, что меня недостаточно слушают, я недостаточно... Я знаю, что я умная, но недостаточно хорошо выражаю свои мысли. Меня не слышат и считают тупой. Мое мнение не так особо что-то значит. И вот это раздражает. Когда тебя не замечают. Но когда от тебя требуют. Тебя не слушают, но тебя требуют. От тебя ничего не слышно, но от тебя требуют. Так и живешь, кидает тебя в два чувства, блядь. Например, сегодняшнее утро. Либо грусть, либо ненависть. Охуенно живем. Ну все. Что-то я заговорилась. Сейчас кукуха просто поедет. Деперсонализация включится. А то тут зеркало напротив меня, а я сама с собой разговариваю. Ой, заплатили, короче, мне денег, а там посмотрим. Что же я... Вот если бы вы не сказали, мне бы наебали, наверное. Понимаешь, я тебе хотела сказать, ты говоришь, вот 500 рублей. Я за эти 500 рублей мне говорят, знаешь, Борисовна, я бы за эти деньги даже с кровати не встала. А вы 10 лет там пашете за 13 тысяч. Если начинать терапию, то 6 лет уходит. То есть ты ходишь, допустим, 1 раз в неделю к психотерапевту. И вот вы в течение 6 лет прорабатываете все эти моменты. Прорабатываете детские травмы. Я знаю, что у меня даже какой-то
Понимаешь, в чем проблема? Только... Ой, это вы. Чтобы ходить на группу поддержки, в которой я хожу, нужно проходить терапию. Нужно проходить психотерапию, ну, ходить к психотерапевту и принимать лекарства. Я не хожу к психотерапевту, я принимаю лекарства и отнекиваюсь тем, что у меня нет денег. Но я считаю, что я могу справиться сама. И даже не то, что сама, я хочу справиться сама, а потом другим людям рассказать про это. То, что я понимаю, что очень много коллег моих по России, и у них нет психотерапевта просто. И я хочу этим помочь. Ебанутые мысли, конечно, но это помогает мне жить. Я отказываюсь от всего, и я хочу продолжать ходить на группу поддержки. Обычная смертная девочка, вот как я или ты, и такой: ой, у меня болезнь. А потом ты что-то подзапарился и начал общаться с другими людьми. А другой человек: эй, а я веду группу поддержки. И ты такой: а как? И узнаешь, что есть в Питере открытые площадки, где можно прийти бесплатно, ну, на какое-то время побыть в группе. Все. Но я все время забываю, что это группа поддержки, а не решения проблем. Они приходят, мы все приходим, плачемся, ноем, как это называется, и как бы все. Получаем поддержку. О, стволовые клетки Надежды Борисовны стекают по трубам. Извините. Все, блядь, у меня кукуха поехала, не обращай внимания. Я сегодня грубо ответил одной из работниц, а было начальство. И они мне такие: ты плохо общаешься с персоналом, можешь идти. Как бы денежку мне заплатят, но больше смен не дадут. Заработал. Да, но мне заплатят, и я хотел спросить, та вакансия, она уже, наверное, занята у вас? Они справляются сейчас самостоятельно. Я вам не занята? Я тогда переберусь к вам, тогда понадежнее будет, чем с таким. Ну, хамить тебе тоже там не дадут. Я не хамил. Я просто говорю, просто вроде- резко говорить тоже не дадут. Ты мне это сейчас говоришь, да? В смысле, плита после тебя грязная. Забываешь ее почистить. Не забываю. Просто у меня свое время для этого, а оно не совпадает с вашим. Да, конечно. Я уже сколько, получается, на свету я? Я уже 3 месяца? Да, да. Ну, то есть активная личность я уже больше 3 месяцев. Мозг человека, он же способен обрабатывать только один поток сигналов, то есть одно сознание обрабатывать. А второе сознание, оно как расслабленное такое периферийное подобие сознания, такой шаблончик, который включается, когда вытесняет другой, вот основной. А основной, он вот полноценное сознание, занимает весь мозг. И вот это вот, у меня раньше не было такого полного прямо сознания, прямо продолжительный срок, самого меня, как Йозефа. А сейчас я уже больше 3 месяцев таковой. Иногда, конечно, вторая, на самом деле первая, потому что я вторая личность, лезет наружу, иногда даже проявляется. Но в основном я сейчас на свету. Ну вот еще где-то почти год назад я эту тему стал обсуждать с психотерапевтом, она же психиатр. И начал обдумывать это и понимать. Ну, не я, Ваня. Я тогда на свет не выпускался. И вот со временем он осознал это. И я принял, что я другой человек. И вот представьте, это будет абсолютно обратная ситуация, но думаю, ощущения будут те же самые. Вот вы смотрите в зеркало по утру, там другой человек, другого пола, другой национальности. Вы ходите на улицу, и тебя там по-другому называют. А Иван сильно отличается от Юзефа? Абсолютно разные. Он пограничник, Ваня.
как и я. Очень добрый. А я социопатичный, безжалостный, националист. И просто мудак ебаный. Просто собачья Только по работа. отношению к тебе. Это не всегда. Особенно, когда ты меня бесишь, я таким не бываю. Я помню определенные эпизоды, как в плане визуально, что испытывает Ваня. Не все Как помню. твоя память, но это как бы не ты был. Да, Мгм. примерно так. Вот как же башка болит. Я хочу покурить. Я хочу очень покурить. Мне Можно станет покурить? хорошо. Давай отойдем, тут Да. можно покурить. Можно мне тоже? Конечно. Проблема не была. Это нам нужно. А ключи? Ключи у меня есть, алло. Я же сейчас Игра, моя игра, она мне принадлежит, а таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна, Моя игра, моя игра. Ой, вообще, он когда работал официантом, выпускал Ваню. Да, потому что он очень услужливый, терпеливый, ему хватает терпения. До того, как я устроился туда работать, и все меня начали называть Ваня, Иван, Ванек, ну, в зависимости от того, как гости там обращаются, коллеги. До этого меня дико коробило каждый раз, когда говорили Ваня. Иосиф Геббельсу, министр рейхспропаганды. И, судя по его биографии, он был психопатом. Причем очень опасным психопатом. Он запугивал людей, манипулировал, любил власть. Так пускай он тоже будет Юзефом. Ну как-то это имя, оно нет, привычным Органично. стало. Да, привычным стало и почему нет? Я люблю Германию, люблю немецкий язык. Я выучил немецкий язык по немецким песням. Я-то, по сути, здоровый человек, у меня нет ничего. Ну, разве что не считая того, что я психопат. Ну, типа, я лишен абсолютной эмпатии по отношению к людям. Я не способен заметить, когда человек переживает или не переживает. Я просто так по лицу, по мимике смотрю. Вроде что-то не так. Если этот человек имеет для меня какое-то значение или просто, ну вот, Маша. Она для меня имеет значение, но как бы я никогда не скажу «люблю», типа в общечеловеческом понимании. Потому что я просто не могу испытывать это чувство. Я могу испытывать привязанность, я могу испытывать привычность некую. И как бы, А если я умру, скорбить не будешь, поностальгируешь. да, И все. я просто... Это даже не часть психопатии, это просто я не понимаю, типа, зачем скорбеть? Человек же уже умер, а ты живой еще. Вот нахрена плакать? Он от этого вернется или у тебя что-то в жизни изменится? Но ты не прав насчет того, что несколько личностей, тяжело это понимать. Почему? У меня нет ядра своей личности. Я не Нет, само чувство осознания себя как полноценная личность в другом теле. У тебя этого нет. У меня есть эта проблема периодически. Решением проблемы стал мой Инстаграм, где я просто несколько вариантов Маши. Каждый раз выбираешь, кто ты. Провожу параллель между мной и другими людьми, которые здоровы, типа считаются без моего диагноза. Понимаю, что ничего такого, ну, кроме вот проблем эмоций резких, что их не хватает. Я думал, что я это объясняю, типа, чрезмерные, скорее. Не недостаточно, а чрезмерные эмоции. Но мне недостаточно обычных эмоций. Ну вот, я и говорю. Да, как мы стали общаться? На группе. Он понравился, и мы будем держать дистанцию, да. Никаких люблю, нет, никаких отношений, нет, что-то. Чисто вот прагматичные отношения. Через 3 дня Зая. Вот. А на группе поддержки у нас запрет на отношения категорически. И после группы мы пошли в заведение, вместе время проводили, компашкой этой. И мы такие, мы вместе. Ты предложил вообще это сказать, я был против. Ну, как бы да. А потом, нахуй, так получилось, что он вообще жить со мной стал. Я не понимаю, как все произошло. Ну, я не Веришь, понимаю, нет, я тоже. я не понимаю, что происходит с моей жизнью. Но мне кажется, что я это я рядом с Йо. Потому что я особо не притворяюсь. Я абсолютно расслаблена, спокойна. С другими парнями такого не было. С другими парнями я с каким-то парнем утром просыпалась и сразу красилась, чтобы быть всегда красивой.
Мне кажется, главное, чтобы мое здоровье психическое и физическое не страдало. Я себя не режу, в отличие от других, ну вот то, что другие парни мне сподвигали. Бычки не прижигаю, не бухаю, беспорядочной хуйней не занимаюсь, на работу устроилась. Психически. У меня бывают срывы, но у меня всегда нормальное настроение, у меня нет с тобой перепадов, как с другими. Я не переживаю, что ты вдруг уйдешь, бросишь меня, или что ты изменишь мне, или что побьешь меня, или что начнешь издеваться надо мной психологически. Я не нахожу никаких проблем. Я чувствую себя довольно комфортно, но я также ощущаю общий фон подавленный, просто с моим состоянием связанный. Я жду, когда он пройдет и начнется что-то нормальное. Да, я тебя услышал, я не знаю, про что ты. Он сказал, можешь на мне срываться, мне как бы все равно. Но даже я поняла, что чересчур. Я уже сама начинаю себя не контролировать и терять себя. И в итоге я такая, давай установим квоту. Я Ты в курсе, скину что это. нельзя его так переворачивать? Как переворачивать? Вот так, как я сейчас переверну, потому что он уже перевернут. Долба, ты чё нахуй? Если я это... Когда я последний раз вещи за собой не убирала? Ты оставила срач на подоконнике, когда поехала? Не срач. Срач. Когда я так делала? Все время срач? Я, по-твоему, похожа на тех девок, которые оставляют вещи вот так? Так, запиши... Да. 3, 10. Сейчас, подожди, час 02, я что-то ебала, и 3, 10. Да. Да. Я тебя отвлекаю? Нет. Я специально сделал такое странное лицо, чтобы ты фотографировала. А мы видео снимаем А, для видеодневника. Пойдем погуляем. Пойдем погуляем. Во время эпидемии коронавируса. Во время эпидемии коронавируса. Трансгуманизм. Трансгуманизм. Я фьяда для куль. И я Фредали Кули. Эй, я фьяда для куль. Эй, я Фледа для Кули. Давай так. Эй, я фьяда для куль. Он в Исландии, да? Да. Да что ж ты орешь? Может, там соседи спят? Уйди. Ты передним повесил. Вот как бы, чтобы вы понимали, она пытается удалить игру у меня на компе. Говорила сейчас, что она программист, что она шарит. Ты что, винда 10? Да какая разница, во всех Windows одинаково удаляют все игры. Ой, она еще и диспетчер задач открыла. Да. Управление компьютером, диспетчер задач. Ага. Ты совсем? Ты просто вышла из системы, ты в курсе, да? И что ты сделаешь? Проводника удалю. Ну как ты его удалишь? Откручу, вернее. Вот видите, она говорит, что я ее бью, она меня вот хуярит Хватит с постоянно. камеры. Ты с кем, блядь, разговариваешь, нахуй? Синдром Купринова? Я это скину в эту... Я это Никите скину. Он это присоединит к... Матери... Да, Да, материал. давай. Я тебе помогла, да. Говорить же ты не можешь. А, ну да, да. Ну, тут... Это же ты у нас 32 и 86 считаешь одно и то же. Нет, разные рядом с ними как раз таки. Тихо, тихо. Это все мое, ты в курсе, да? Что ты сделала? Я чай пью. Пей, что ты? Что ты творишь-то, блядь? Маш, что случилось? Взяла, выкинула все мои флешки в чай. Прости, пожалуйста. Плюнула в меня чаем. Утопила мои флешки. Вот интересно, они теперь работают? Они работают, призрак надо кинуть. Изводить тебя, нервировать. Ты и так нервированный. Это какой-то паразитизм психологический. Я ответила на твой вопрос, зачем я это делаю. Да. Мы же обсуждали, у тебя широкий нос большой. Такой профиль у тебя
гордо, что ли. У меня очень тонкая кожа на лице, вот все мышцы как-то разделяются. У тебя скулы там четкие. Вот нижняя часть лица такая, это как квадратная, мужественная. И профиль тоже. Губы у тебя пухленькие. Люблю парней такие, среднепухленькие. Вот нравится, вот так. Встала и спрятала за тебя. И безопасно. Первая причина – привлечь внимание. Я про порезы. Привлечь внимание. Вторая причина – наказать себя. Третья причина – почувствовать себя живым. Четвертая причина – успокоить себя. Self-harm как ритуал. И постоянно их забываю. Но мне тут херово видно. Но вот тут, короче, следы от сигарет. Вот. Ну и тут. Они зажили, потому что я их лечить начала в свое время. Вот. У меня еще на плече есть хороший рубец и на груди. Вот. Недавно, последний раз, было, наверное, где-то в августе вспышка. Больше не повторялось. Почему? Я чувствую, что это вообще так странно, как это происходит. Почему ты убираешь бунчики? Я взяла швейное лезвие. Мне тогда казалось, что это наоборот какой-то сильный поступок. Ну, в общем, я на руке вырезала слово «воля». Оно было маленькое, вот такое вот примерно. Вот так вот, воля. Ну и, в принципе, все на этом. А потом на первом курсе... на первом курсе я почему-то встала перед... У меня нож был классный. Перед зеркалом. И зачем это вот так? По плечу провела, ну там легонько царапинка. Вот. Мне казалось, что если я в шрамах, то я более грозно выгляжу. И дальше мне рассказывают... И дальше у меня осталось видео, которое я записала. Вообще, с одной стороны, это страшно, когда человек это делает, режет себя на камеру, зачем-то это фиксирует. А с другой стороны, ну здорово, есть посмотреть потом можно на это. Но почему? Почему у меня такая была тяга к публичности? Я так понимаю, что я настолько заявляла о проблеме. И знаешь, насколько было страшно, что я в Инстаграм завела? Ну, Инстаграм завела, в принципе. Запустила прямой эфир. И меня там было подписано много человек. Из общежития, из университета. И никто никак не прореагировал, никто не написал: «Эй, чувак, с тобой все в порядке?» Есть некоторая часть на моем лице, ну, допустим, называю это нос. И она мне кажется некрасивой, и я ее как бы отвлекаю внимание этими шрамами. Первый раз он мне сказал, ну, юноша: «Ты думаешь, достаточно красивого, милого личика и хорошо трахаться, чтобы тебя любить?» И как бы все на этом. И я вспомнила, что у меня на пьяную голову в голове вот такая искаженная, как мысль пришла. Я не хочу добиваться вообще чего-то за счет красивого личика. Меня мама не так воспитывала, только своим трудом и умом. Поэтому я испорчу себе лицо, чтобы люди смотрели не на милую внешность, а только на саму меня, какая я есть. Ну, я прихожу, он такой: это не моя компетенция. Вот тебе номерочек, к нему обратись. Хуяка, это психиатр. Ну и все, а дальше понятно. Психиатр вот эту вот дичь поставил, и у меня начался... Я была сначала в ступоре, ничего не менялось, а путь перемен начался только тогда, когда вот нашла группу поддержки. Вот свежие как раз порезы. И на щеках. Я вообще здесь не хочу находиться. Нигде. Мне неприятно.
приятно это смотреть. Если тебе очень тяжело смотреть, давай не будем. Нет, давай посмотрим. Давай. Я просто не знаю, как из этого состояния выбраться. Хорошо, я пойду к психологу. Прямо сейчас. Прямо сейчас посмотрю, что Тут, короче, я говорю о том, что кем я вообще. я утром проснулась уже в адеквате, и я увидела порезы свежие на щеках. Не знаю, тут хорошее видео в том плане, что это я, голая я, без всех прикрас. Но я не хочу оставаться наедине с собой. Но сейчас я хочу больше всего вернуть себя настоящую и Вот это реально страшно. То, что я не помню, я себя не идентифицирую с этим человеком, но я могу завтра проснуться, вот им остались только фотографии. Ну вот что в башке этой женщины происходило, я не понимаю. У тебя бас-гитара в руках? Да, у меня басуха была, я ее продала, чтобы заплатить за аренду. О. Вот. Ну, типа, Ага. кровяка. И вот. Тут ничего интересного по сравнению с тем, что люди делают. Вот, я просто себе поцарапала сильно. Руки вот. Там какие-то слова? А? Какие-то слова там? Это Эми я вырезала. Ага. У меня какой-то... Как это называется? Фетиш. Вот. Я не понимаю, почему лицо именно. Почему с одной стороны, с левой. Вот у меня поэтому висит еврейский флаг. Евреи потеряли во время Холокоста все. Вообще все. Однако они же воспряли духом. Я себя не лечу, я запустила зубы. Боль всегда со мной для того, чтобы я всегда оставалась в реальности здесь и сейчас. Только боль позволяет мне не упадать в дереализацию, например. А когда у меня появляется желание себя побить, потому что я вот чувствую себя размазнёй, я хочу еще усугубить, нырнуть в это настроение, я просто рисую себе эти кровоподтёки, я смотрю и такая... Я делаю так. Слушай, так травануться, наверное, можно. Ага. Я... Все, у меня покраснение. Добавлю еще и могу добиться любых цветов. И я такая хожу, я это же чувствую, это же косметоз. Я его чувствую как увечье какое-то, оно щипет. И я такая, как будто я уже это пережила. Но тут важная вещь, нужно самого себя убедить в этом. Каждый раз действительно отыгрывать и проживать. И вот сентября, сегодня какой сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 7 месяцев без всякого дерьма. Он меня как-то очаровал своей, и вот типа вот такого. Ну, блядь, понятно, обычно грим клоуна. Но он меня как-то очаровал, и я захотела так же. Рамштайн, Mein Land. Пишется Mein. Только спустя время поняла, что, ну, типа, белые глаза, да, улыбочка, черные глазенки, ну, подводочка. Я имею в виду белые эти, зрачки его. Короче, это, ну, от Тиля идет. А шея, она 21 Pilots. Ну, пилотов ты знаешь. У него же там посыл такой, что... Доча. Посыл такой, что шея черная и руки черные, потому что это blurry face, то есть его депрессулечка, депрессия его, и она типа его вот так вот взяла и душит. И руки почему черные? Потому что депрессия берет и его же руками его вот так вот сковывает. Вот, мне нравится. Лайк ставлю. Ну вот, например, я тут начинаю рассуждать, что я все-таки переживаю, как со мной поступили, со мной обращаются, да, я всегда плакала и была несчастна, с детства мы привыкли, ля-ля-ля, потом как неплохо, и я рассуждаю, и прихожу к выводу, что я забыла, зачем я сюда пришла.
меня убедили в том, что это не стоит того. Все, у меня готовая универсальная формула, ну, среди моих записей. То, к чему я прихожу путем того, что я постоянно анализирую и рассуждаю. И я это выношу в заметки девушки-басиста, почему, собственно, и существует паблик отчасти, чтобы я с любой точки в Питере могла зайти ВКонтакте и найти эту запись. На первом курсе собрала коллективчик такой и, собственно, создала паблик, куда мы записывали прям, ну, с диктофона, заметки там всякие вели, а потом это как-то вот, ну, не развивалось дальше, мы просто дурачились, занимались тем, что, ну, собрали группу, и писали просто каверы, да? Ну, знаешь, как это работает. Короче, суть в чем? Подходит такой мой парень на тот момент, а он барабанщик у нас в коллективе. И давай замутим проект музыкальный. Я, давай. И я все снесла в этой группе, зачем новую создавать, да? А он басист, у него профиль, а барабанщик, он так, второе направление пошел учиться. И вот, думаю, сделаю записки девушки-басиста. Потом, когда узнала про диагноз, я вот, знаешь, как будто обрела самость этого паблика. Зачем? Это типа дневника. Я выписала на случай кризиса. Что изменилось? Я считаю, с января этого года. У меня появился неабьюзивный парень. Я начинаю заниматься своим здоровьем. А именно сейчас я вылечиваю зубы. Я наконец-то устроилась на постоянную работу, а не на какие-то шабашки. Вот если личный дневник перечитывать, там много вранья для самого себя. Ну, то есть я пишу, сегодня я употребляла крэк, чертов крэк. Я почему-то, когда писала, думала, что я стану рок-звездой, и, короче, эти дневники потом будут рассказывать про мой тяжелый жизненный путь. Потом я не знала, что делать с воспоминаниями. Я просто сделала вот такой листик, как у актера сундучок. Типа вот это вот «Звездные войны», то, что я играла. Или там, например, это календарик с Камчатки. А вот здесь папка Dead Memories. Я ее такая открываю. Я подумала, если бы у меня были татуировки, если бы я каждый раз набивала татуировку, когда хочу. Знак ВИЧ отрицательного, Анха, Ботский, Пацифик, треугольник, ДНК, Джеди, анархия, бас-гитара, символ Тауруса, это телец, символ медицины, N7 из Mass Effect, звезда Давида, молния, якорь, Диантвурд. Я поняла, что очень сильно меняюсь постоянно, и татуировки мне противопоказаны. Ну тут просто я сейчас накрашена, не видно моих там шрамов или помятого лица, общей какой-то грусти. Но я рада, что я не такая девушка больше, как сейчас. Мне нравится моя внешность и то, кем я стала. Конечно, есть некоторые ошибки, но вообще ни о чем не жалею. Ну, кроме, конечно, зубов. Надо было их лечить сразу. Вот. А еще тут есть список бывших. Контакт-бар 30 лет. Назойливый повар из Башкирии. Смурфета. Леха всегда бухать. Можно я его найду, этого Леху? Вова Трэш-Полька похож на Матвея. Леха всегда бухать почему-то дважды. Видимо, сильно в душу запал. Ну, короче, вот такой вот список. А на самом деле это не парни, с которыми я вот прям встречалась, но там парни, с которыми, может быть, от нескольких часов я пыталась познакомиться до там нескольких дней. Уважаемые радиослушатели, мы попиздуем до пятилеток, и я позвоню в домофон. И тому самому чуваку я решила, я, в общем, разбирала вещи, которые надо сжечь. И думаю, бля, у меня осталась наклейка. Ну, в общем, на работе я могла делать наклейки малюсенькие. У меня осталась наклейка Деме Петрову. Пиздец, он выпадет в осадок спустя 2 года получить в почтовый ящик месседж. Это, типа, должно было произойти. Вот то, что мне было плохо. То, что можно было бы назвать депрессией. У меня депрессия. Я в депрессии. Вот. У меня, можно сказать, 3 состояния. Это Леди Гага, Эми Вайнхаус и Пинк. И все это время у меня постоянно включалась Эми,
грустная, депрессивная, унылая. Женщина, которая любит выпить, вернее запить. Розовая помада и стрелки толстые – это Эми. Красная помада, черные стрелки и сверху белый цвет – это Пинк. Вот. И кольцо в носу тоже влияет. Вот так. То есть сейчас я борюсь с этим. Только она появляется, это, я просто назвала вот этого зверя, свое плохое состояние. Просто две вещи. У меня появился друг, и благодаря этой девушке она показала мне, что я красивая. И когда я думаю о ней, у меня в первую очередь KFC, во вторую очередь R&B и музыка. И в третью очередь что-то прекрасное и созидающее. Вот. А Алена зачеркнута, потому что я больше с ней не общаюсь. В общем, я зашла в KFC. Знаешь, я чувствую себя как на НТВ, но беда в том, что я не могу без партнера вообще. Вот в чем беда. Беда моей болезни в том числе. Хотя я, когда никого не искала, вот и встретила Йозефа. Вот, мне было плохо, но я искала спасение. И когда мы там разбежались, мне настолько... Я просто не буду это пытаться объяснить, я буду говорить то, что я делала. И я оставила вот тут шрамы. Я решила их не сводить, чтобы один раз и навсегда понять, что из-за парня не стоит так убиваться. Очень сильно привязалась к Эми Вайнхаус и еврейству. Это всего лишь штучка. Пока. Опять сердце колотится, как в прошлый раз. А если кто-то ответит, что мы будем делать? Я не знаю, ты же звонишь. Это его мать. 111. Давай поднимемся. Давай. 7-й будет. Правда ощущение? А на камеру видно, что мне вот очень плотный слой тональника, как будто он такой. Нет, она сказала так. Куда я ботинки тогда кину? Ну ладно. Она сказала, наденьте кеды и пройдись по пути, к которому раньше ты ходила. Главное маршрут повторить. А сжечь можно и у меня во дворе. Состояние мании или гипомании – это когда происходит полный пиздец в твоей голове. И на тот момент мне казалось, что лично Red Hot Chili Peppers поют про меня песни и написаны для меня. Хотя нет, мне не нравится. Я бы хотела это записать без всякого обозначения болезни. Я такая вся загадочная. Это частая проблема меня и моих коллег, по несчастью. Боже мой, я не понимаю, что происходит. Ладно, потом разберусь. В плане эмоций и чувств, которые ты сейчас ощущаешь. И вот проходит время, и ты такой, так вот, значит, мне было неприятно, или я был очень рад или очень зол. И сейчас у меня такое же состояние. Я понимаю, что, возможно, это последний раз, когда я вижу и все такое, с одной стороны. А с другой, я максимально все, что могла сделать в этой ситуации, церемонию устроить, прощание с одеждой, повспоминать, да, я это сделала. А могла просто мусорку выкинуть и забыть, а потом жалеть. Нормально, но ты понимаешь, что это страшное? Вот так вот он мне сказала. И на тот момент я же и так была в подавленном состоянии. Мы расстались с Димой. У меня какой-то
эмоциональный всплеск был, и мне казалось, много мыслей в голове, я порезала лицо. Пережив страдания, я переродился. Ну все, можно сказать, бумажки все израсходованы. Я о своем подумаю, окей? Не знаю, потрясные чувства. Огонь классная штука. Еще и горит так мощно. Такое ощущение освобождения. Ну вот и все, так сказать. Прикольно, когда ставишь большую жирную точку в такие моменты в окна. В общем, я повторюсь, что это надо было произойти, чтобы распробовать это ощущение, рассмотреть своего врага полностью. У всех в жизни бывают такие моменты. И чтобы знать, с чем ты имеешь дело. И когда оно еще раз придет, ты такой: я там был, я знаю, каково это. И возвращаться я не собираюсь. Еще ветер. Я накину капюшон, задувай сильно. Если мы с тобой не заразимся коронавирусом, то день удался. А сейчас по шаве бы взять. Сейчас я зарабатываю деньги, которые у меня есть. Ведь я раньше могла устроиться, когда была студентом, но почему я этого не делала? Вылечиваю себя по здоровью, а там уже устраиваюсь на работу получше, потому что здоровье позволяет. На работу получше и посложнее. Ну и дальше по шагам. Я знаю, что и как. Я стараюсь на самом деле не смотреть глубоко вдаль, потому что один раз я посмотрела и впала в депрут. В идеале у меня так было, что году, наверное, в 2009 я увидела Леди Гагу и поняла, что я хочу так же. А потом я поняла, что я хочу достичь, просто историю успеха хочу достичь. Еще, кстати, недавно, на днях, я смотрела профили одноклассников, и, как всегда, у кого-то есть успешный успех. Брак там, допустим, дети, ипотека, машина, кредит на всякие там фитиклюшки. И каждые выходные там, не знаю, на шашлычок с пивасом. Даже не в бар. И для них это успех, допустим. А для меня нет. Но если я затащу и в их жизнь, и еще и своей буду заняться, для меня будет это круто. Я не музыкант, у меня не получится. Я не режиссер, у меня не получится. Но я хочу затащить в чем-то. Быть чуть лучше среднего. Иначе мне будет просто неинтересно, это я. Я бы хотела кого-то мотивировать. Тебе подлить? Давай. Кипяток или чай? Показывает, что да, монетная бутылка. Вот такой я курьер, полгода работаю. Это все потому, что ты меня отвлек. И самое прикольное, что вот уборщица работала, всякие думы думала, да? Нехорошие. Ну, короче, говно в голове варилось. А на курьерстве одна цель. Сука, смотри по сторонам, ориентируйся в пространстве. И нету такого, чтобы я о плохом чем-то думала. Классно. А, еще знаешь, что нужно? Спросить, кто заказчик, чтобы потом поставить... О, Чапаева 25 показывает. Чапаева 25, Питер Д. Ну, показывает, что мне туда надо. Никита, ты такой квест пропускаешь, я же тебе говорю. На склад меня отправили. Господи. В офисе что не знаю. Охранник на меня наорал. Куда, блядь? На улицу нахуй.
Вот, кажется, я начинаю вспоминать, почему я вот как бы заебался. Так, ладно, не буду ругаться, а то запикивать все придется. Ты думаешь, квест закончен? Угу. 10 раз. Я ему позвонила, он позвонил кому-то еще, тот еще, блядь, кому-то. И стояла, ждала, развлекала себя. В итоге танцы с бубнами, и мы нашли просто 8 циферок, ввели в базу, все, мне вылез чек этот, и я забрала заказ. Язов спросил, ела ли я что-нибудь сегодня. А я не могла вспомнить, просто сказала нет. А я правда ничего не ела. Если бы я была сейчас одна, я в кукухой поехала. Не напряжение, говорю. Ты взведен весь. Я даже не могу описать, какую одищу у меня в голове. За хату надо заплатить. Работы нет, денег нет. Где я достану денег? Еще из 28 по 5 число никто не работает. Дерьмо. Ни у кого занять, ни у кого, блядь, ничего не продать. Надо найти работу срочно. Хотя нужно собрать все свои силы, не тратить на истерику, а на решение. Я верю в ренессанс. В ренессанс своей жизни. Я 1000 раз уже это делала, но все равно волнуюсь, как первый раз на собеседование. Сейчас отсканят паспорт, анкету там заполнила. Вот. Пахнет говном, если честно. Вот зачем? Зачем им мои паспортные данные? Я же там не работаю. Нет у меня ничего такого. Вот зачем родственников указывать? Нет у меня родственников. Может, я вообще скрываюсь. Сейчас я занимаюсь тем, что пока нету гостей, я навожу марафет. Я не знаю, что тебе такое интересное сказать. Уберите меня отсюда, пожалуйста. Вообще, мама мне сказала такую вещь. Какой? Что, Маша, я смотрела по НТВ передачу с актерами театра и кино. И все разгружали вагоны и работали уборщицами и уборщиками. Ну смотри, часть планов сбылась. Я работаю уборщицей. Но в то же время как бы и часть из планов не сбылась. Нихуя я не режиссер. И вот убираешь, вроде нормально, а потом хуя, и так охватывает отчаяние, что ты убираешься. И сил, скорее всего, не хватит на то, чтобы взять себя в руки там. Ну, то есть мне хватает сил только на убраться. На другую работу я устаю уже. Официантом я не могу работать. Где же мне взять силы, чтобы учиться всем этим штукам режиссерским? Тут или быть режиссером, или работать. Понимаешь? Батарейки не хватит. Я особо не напрягаюсь, не эмоционально. Физически, наоборот, хорошо. Типа, всегда было в тонусе, да? Для меня было очень важно не сидеть в офисе за компьютером. Но, как видишь, наоборот, я стала еще больше сутулиться, вообще по-скотски. Потому что, когда я работала в пиццерии, ну, в общем, чему-то засутулилась. Да, ты знаешь, это устроено по такому принципу, что ты себя считаешь недостаточно хорошим, недооцениваешь. Раньше мне казалось, что я на своем месте, когда убираюсь. А сейчас я такая, сука, мне вообще-то высшее образование жмет. И вообще все это. И вообще, блядь, у тебя женщина тут убирается, хоть бы помочь. Ноги. Сцена первая, дубль третий. Здравствуйте. Добро пожаловать в наши гостиничные апартаменты. Вас встречает замечательный персонал. Мария Тычук, уборщица, страдает поведенческим расстройством личности. Каково это? Могут ли люди, страдающие ментальными болезнями,
достаточно серьезной форме, которая отражается на их жизни, жить просто нормальной жизнью? Можно ли с перепадами настроения, вспышками агрессии и подозрительности что-то сделать? Куда деть эти ебаные полотенца? Вот смотри, Никит, ты когда въезжаешь, да, снимать, например, ты снял бы вот эту квартиру, да? Смотри, как я убираюсь. Так. Берем, фоткаем углы, в которых забилась грязь. Вот. И мы делаем их потом чистыми. Блять, все крутит. У меня болит. Меня ломит. Да нет, это не коронавирус. А я вообще, когда пришла, подумала, сейчас нафотаюсь, типа, на аватарку поставлю, в WhatsApp спалюсь, хозяйка такая, ты что себе позволяешь? Ну, я подумала о том, что бы сделала другая девушка на моем месте. Могу записать сторис в Инстаграм. Типа, вот она квартира, такая офигенная. Это же пыль в глаза, а никто же не будет. Только те люди, с которыми я общаюсь. Они же знают, что я где-то в центре снимаю жилье у женщины. В Инстаграме высвечивается, типа, возможно, вы знакомы. Она такая, ну, по номеру телефона, она такая заходит, а у меня в историях, вот моя квартира, все дела. Типа, это моя, потому что я неудачник. Я хочу, чтобы одноклассники с Петропавловска-Камчатского так-то обзавидовались там. Ну и вообще думали, что... Ну то есть смотри, для них это все, это предел. Это круто. Типа есть свое жилье, есть своя работа. Вот. А для меня это не представляет ценности жилье. Для меня представляет ценности снять такую работу, выложить в YouTube, и чтобы ее посмотрело минимум лям человек, чтобы выстрелило. И не чтобы о тебе заговорили, а чтобы идея, которую ты двигаешь, пошла дальше. Все мы с чего-то начинаем. Что случилось? Беда. Люди стали одержимы мобильными телефонами. Вот доказательство. Короче, там была какая-то дичь социальная, типа люди слишком много торчат в мобилах. Пора покончить с этим. Наш план приходит в действие. Мы подавили восстание мятежников Левого цифрового фронта. И скоро весь мир будет наш. Отлично. Открой дверь. Да, учитель. Выиграла это самое, и я в Питер попала, понимаешь? Мы видели работы других ребят, ну ты представляешь, они типа серьезные, социальные. А мальчик это интернет-эксплойер, который, блядь, тупит, как все. У нас была типа массовая драка, ну знаешь, как в фильмах, и в конце... Я главный герой, который, ну, со злом сражается, а Дарт Вейдер типа Дарт Фон, вот. А мальчик в коробке — это комп. Девушка была с рыжими волосами, да, типа, да, учитель. Она типа как в «Звездных войнах» Сид, вот этот Дарт Мол. И чувак в коробке, эта девушка, она была яблоко. Начинают дисками CD кидаться друг в друга, типа, и на кулаках. А потом они достают откуда-то световые мечи, потом она убивает его, я силой мысли. Там вырезали сцену, где я Вику шинкую, ну, вот эту вот девочку рыжую. Мы решили так и оставить, типа, ну, открывается дверь, в подмышку этот меч, и она... Ой, ты видел, как она отыграла вообще, как богиня, легла на парту, развалилась. Вот. Ну, а потом мы начинаем, типа, на мечах сражаться. И я такая, о, а давай мы, типа, ну, на камень, ножницы, бумага. Вот, молнии там добавили. Я ведь тогда любила, ну, что-то музыку любила слушать, ну, что-то там мальчики нравились.
И тут меня отправляют в Питер, я вижу этот город. И я вот как-то сразу поняла, что этот город мне сюда. Это мое место. Потому что было много ребят в этой киностудии, которые мы были, с Питера, и вот именно с ними было проще. А с других городов нет, не шел контакт. Раньше мне казалось, что если я научусь делать много эффектов всяких, типа молнии, там, я не знаю, еще где херь, то будет пизже. Сейчас у меня другое понимание, что нужно быть не банальным, что, ну, короче, у меня целая концепция сложилась. И я понимаю, зачем мне это. Мне реально в кайф. Ой, лучше сейчас, знаешь что, Никит, не загоняться, сильно много не думать, а то я как-то сильно много подумала вперед, поняла, что в конце я умру, жизнь конечная, и впала в депрессию. Так оно и было. Давай тогда закончим. Давай. Что ты делаешь? Так я же снимаю документалку про себя. Вернее, как, ко мне обратился режиссер, мой знакомый. Познакомились мы... Короче, чувак искал общагу, где можно снять. Я такая откликнулась, ну и все. Что мы общались, пока снимали это дело, потом пропали. А потом он объявился и спросил: «О, привет, как дела, чё?» Нормально, только у меня поставили пограничное расстройство личности. А что это? Вот. Ну я ему и через дня 3 он такой: слушай, у меня такая классная тема. На самом деле мы с Никитой согласны в одном. А как сделать? Зачем? Что там помаду купить? Нет у меня никакой помады. Ты мне... А, да, есть. Я думала, ты приколистка. Вот. Знаешь, как показывают в кино про ментальные расстройства, про депрессию, например? Это же все изменяется. Или про биполяр. Не подходи ко мне, я весь такой безумие, я такой необычный. Я... Вот примерно так. И ты знаешь, что... В чем разница? Что у нас просто болезнь диагностирована. А у тебя, допустим, ты здоровая. Допустим, ты здоровая. То есть я ничем не отличаюсь от других людей. Мне реально плохо, тебя постоянно пинают, тебя постоянно упрекают, тебе говорят: Уля, ты ленивая жопа. А ты такая: мне правда тяжело, я правда устаю. Я правда испытываю тревогу и чувствую себя куском дерьма, когда начинаю искать типа нормальную работу, ребят. И шаблон есть для обычных, примеряет на тебя, а это нельзя делать. Вот в чем дело. И на самом деле между нами можно поставить знак равно, но вам правда тяжелее. Поет. Но когда сажается батарейка, она Поставь на превращается в вещатель. Подожди. На паузу поставь, я чай хочу налить. Хорошо. Ну, водичку просто налить. Можешь мне тоже чайку сделать, пожалуйста? Чай? Угу. Вряд ли вы многое поймете. Вроде все нормально, вроде все странно, вроде все плохо. Все одновременно. И ничего из этого. Хотя, с другой стороны, может, это просто жизнь. Что, специально включили, чтобы меня наказать? Нет, смотри. Вот так вот. Вот так вот? Вот так вот. А вот так вот это как? Вот так вот. Современное переиздание древней зловещей книги Некрономикон. Такая